В небольшой городок, где все друг друга знали, жил старик по имени Джордж Миллер. Ему было 89 лет, и жизнь его давно казалась спокойной и незаметной. Но однажды произошло событие, которое перевернуло привычный порядок вещей. Джордж, несмотря на свой возраст, всегда старался оставаться независимым. Он выходил на улицу, ходил в магазин, не привык жаловаться и не искал жалости. Однако жители города относились к нему с пренебрежением, считая, что старик уже ничего не стоит и не может быть важным. Его часто игнорировали и даже открыто унижали. В один из дней в город приехала богатая и известная женщина по имени Эвелин Харт. Миллионерша, привыкшая к вниманию и роскоши, она решила посмотреть на жизнь в провинции, почерпнуть вдохновение для своих новых проектов. Эвелин была уверена, что встретит лишь простых и скромных людей. Случай свел ее с Джорджем. Когда она увидела, как к нему относятся, ее поразило это равнодушие и грубость. Но больше всего ее удивило то, что она заметила на его запястье изящные часы, которые, казалось, были настоящим произведением искусства. Они не походили на простые аксессуары, и в них была какая-то история. Несмотря на бедственное отношение окружающих, Джордж носил эти часы с гордостью. Они были наследием его семьи, напоминанием о тех временах, когда он был успешным бизнесменом и имел все, о чем можно мечтать. Часы хранили в себе память о его достижениях и ценностях, которые он пронес через годы. Эвелин, пораженная этим открытием, задумалась о том, как часто внешний вид обманывает и как несправедливо судят о людях по первому впечатлению. Она решила помочь Джорджу восстановить его достоинство и признать его значимость. Вскоре о Джорджа заговорили не только в городе, но и за его пределами. История старика и его удивительных часов стала символом того, что истинная ценность человека не определяется возрастом или внешним статусом, а хранится в его прошлом и духе. Так Джордж, несмотря на унижение и пренебрежение, получил свое заслуженное уважение, а миллионерша Эвелин стала его союзницей в борьбе за справедливость и человечность. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.